На улице солнышко, температура выше 20 градусов. Все зеленое, пальмы. Не верится, что через несколько дней я буду в северной китайской деревне мерзнуть при минус 20. Но именно это цель моего путешествия. Посмотреть, как отдыхают китайцы на Новый год. Еду вторые сутки, но вы знаете, не скучно. Встретил попутчика, бывший военный, может залпом выпить ведро пива. Вот едем, разговариваем. Не знаю, на каком языке разговариваем, но обсудили уже все, начиная от традиций китайского Нового года и заканчивая тем, что Россия и Китай дружат навек. Прикольный мужик. Вот реально классный. Подмораживает немножко. Ветерочек тут такой приятненький. А я не один еду на север. Саня и Юля. Вот на этой кровати мы будем спать, да? Да. Ну, понятно, понятно. Тут собрались родственники, говорят, сейчас будет обед. О, рыбка будет. Рыбка, мясо, да. Усилитель вкуса. Саня, ты что нам пол шелкаешь? Тут так принято. Потом все это убирается. Ты не думаешь, что здесь так грязно всегда? Мы приехали, натоптали. Да, детям сыр не понравился. Но. А яйца? Яйца, я думаю, понравятся. Ну там наготовили, как на настоящую свадьбу. Приятного всем аппетита. Слушай, нет ни одного блюда, которое бы не понравилось. Согласись? Северная еда очень вкусная. Офигенно. Вот это вот сало, ну салом это назвать сложно, мы мясо все съели, это вот сало именно осталось. Вот тут были куски мяса, вот с этим вот обалденно. Вот здесь вот куриные потрошки офигенные, салат обалденный. Это мясо в какой-то карамели, но это не губажол, это что-то типа губажола. Рыбку я не рискнул попробовать, потому что не умею. А вон то мясо, ребрышки в кукурузе. Ну, так получилось, что очень много народа, вот все эти люди, это только мужчины, и решили разделить мужчин и женщин. Да. Поэтому мы сидим отдельно, а они вот там. Но у них те же самые блюда, все было приготовлено в двойном таком объеме. И заканчивается первый ящик пива. Пошла гулянка. Мне напоминает деревню в России. Только там не водка вот в таких вот канистрах, а самогон. Ну это в принципе то же самое. Вочибао. Они нет. Ну, наконец-то сегодня все, это окончание. Тут уборка уже начинается. Я хочу погулять по деревне, честно. Время всего лишь полчетвертого, да. Да, время а мы уже объетые. Я питый. Не напитые, не опитые. Видишь, я еще говорить могу. Но при этом обожрались, просто шевелиться сложно. Ну что я скажу? Очень гостеприимные люди, добрые, все родственники. Абсолютно все. И завтра сказали еще 10 человек будет. То есть эти же плюс 10. Да. Офигеть. Я еще не знаю, как играть. Саня, твоя игра, в смысле, твоя жена проиграет. Она тоже играет, что ли? Твоя жена проиграет, потому что она не знает, как играть, У говорит. меня деньги есть, это хватает. Это хватает, да, вот. Видишь, вот это. 你们多少钱的？我俩都710我们。拿钱了。我俩都还记得。Проиграла. На, 3 юаня. Я еще не знаю, почему проиграла. Ты еще не знаешь. 什么呢？Не, ну это прикольно. 我说我输了，他说你输了，我说我都不知道咋输的。拿钱5块钱。结课完就全赔了呗。那70块钱他姐去了。多少？我刚才应该给他多少钱？给他5块，欠65。65，你还欠我65。好的，咱欠65。好的，你不要。你来。我不要。你给我20多了。嗯，不要。给我20。Га-га. Мы с Саней решили немножко прогуляться. Нам эта игра
Как называется? Я тоже это как-то не очень интересно. И мы погуляем по деревне, посмотрим, что тут творится. Ну, конечно, шок. Культурный шок. Я про туалет. Местный супермаркет. Девушка на нас обратила внимание. Нихао. Оу, е. Совок отдыхает. Не удивлюсь, если это не вода. Водка. Так, веники. Это нам не интересно. Апельсины. Нихао. Новое фото, новое видео. Слушай, а как вся деревня-то быстро сбежалась? Я вообще не ожидал. И главное, это, а что он хотел от нас в тотализаторе-то в этом своем? Садись, говорит, играй, ты что пришел сюда-то? Цирк здесь только. Только мы здесь обезьянки. Пошли назад на печку греться. Пойдем на Кан. Называется Кан. Кан? Кан. Кан. Легко запомнить. Да. Почти как Кант, Это только но без Т. Китае и в Северной Корее есть такое, именно такое устройство. Денис потом снимет конкретное видео, как это все устроено. Да, это будет все отдельным видеороликом. А сейчас просто поездка на север. Пошли греться нафиг. Пойдем греться. На теплую кровать. Двусмысленно звучало, да? Да. Я тоже так думаю. Юля вроде довольна. Выиграла? Выиграла? О! Слушай, а стебли они уже все стопили? Или стебли они на удобрение? Стебли не видел, они вдоль полей Да. Большими кусками. Я не знаю, если честно, что не с ними делал дальше. А на улице все холодает. Истинная северная женщина, смотри, да? Она выбрала самый большой тесак. Я так понимаю, этой чистилки для фруктов здесь нет. Да здесь других ножей, скорее всего, нет. Мой отец умеет. Не, Саня, из тебя плохой кочегар. Кочегар. Да это не горит. Кукуруза это не мое. Кукуруза не твое. Черное звездное небо, давно такого не видел. О, тут у вас дрова хранятся? Ничего себе. Давайте я понесу. Нет. Нет. Ну, ладно. Нет, Юля, это отдельная печка? Вот настоящий кочегар. А то у Сани не получалось ничего. Нам хватит. Нам не надо это пить, нам надо попробовать это. А то прикинь, вот завтра еще будет 10 человек, они же уговаривают настойчиво. Да, я не знаю, что а это вдруг такое. придется, ну, как бы сейчас, если не рыганем, то завтра... Говорят 60 градусов. Сейчас попробую, сейчас мандаринку принесу. 60 градусов. Все, я рисковать не буду. Фу. Нет, ну запаха уже тошнит. Утром в боровом сосновом лесу. 7:30. Встают они где-то в 6, но во всяком случае я начал слышать, что в 6 встали. Может и раньше. Саня, ты не знаешь, во сколько точно они встают? Где-то 7:30 точно. Ну, 7:30 точно встают. В общем, час пока я досыпал до 7:30, они уже еду приготовили, тут умыться приготовили. В общем, все готово. Приятного всем аппетита. К сожалению, камера уже ничего не видит. Камера просохла, а мы нет. Мы только начинаем. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Мы пришли к другой бабушке и дедушке Юлиным. Нас гостеприимно встречают чаем. Ой, не, лучше не надо, сейчас Саня будет облит. Нет. Ты что, единственного кроканта съел? И вот такие вот конфетки. Сразу видно, что недалеко от... Ага, вот. Каракан. А тут много русских. Много русских, но недалеко от России. А вот это, наверное, со вкусом человека. Видишь, лицо человека нарисовано. Да. Мы выяснили, крокант – это оригинал, все на русском языке. А Наташа с миндалем – это китайская подделка, все на китайском. И упрощенный вариант упаковки. Но на вкус не отличить, да? Ну, почти похоже. Ну, Так что Наташа рулит. Я думаю, еще и дешевле в несколько раз, потому что местного производства. скорее всего, да.
Я когда на Таобао смотрел кроканты, ну почему в Китае дешевле, чем в России? Потому что их тут производят. Да, и здесь и подделывают эти конфеты, на самом деле. Даже конфеты подделывают. Че, Саня, чаечку опился? Пился, надо не пить, а то будет наливать все время. Да, мы только что выяснили, для того, чтобы не подливали, не подкладывали, надо не есть и не пить. Иначе, если вот выпьешь чай, увидишь, что пусто, без разницы, говоришь, не хочу, все равно нальют. Юль, тебе не жарко? Там же это ж кипяток. Не жарко. Не жарко? Нет, совсем не жарко. А мне вот даже вот тут на углу жарко. Да она всю жизнь сидела на Я работе. хочу делала. теплее. Еще теплее? Так попа загорится. Да. Ты уроки тоже вот сидела вот так вот, делала на такой же, да, печке? Школа где была? Здесь в деревне или в соседней деревне? В школе. Здесь. Ну, соседи. Пока там спорят, кто кому дарит деньги, мы с Саней собрались и уже готовы уходить из этого гостеприимного дома. Ну а пока посмотрим. Смотри, а для чего им два? Ну, может, много людей. Много? Смотри, у них живая рыба. Готовятся к приему гостей. Да, живая не испортится. Хозяева провожают нас до порога, и мы идем дальше. Та-дам! Как правильно читается вот это иошины? Я чайно. Еще раз? Я чайно. И отчаянно. Ага. Можно экшн-камеру сюда приделать и снимать уже видео. Эта камера не позволяет записывать видео вот напрямую. Она именно для передачи изображения на очки. Распаковка прошла удачно. Квадрокоптер немножко, как сказать-то, обснежился. Мы боимся, что его замкнет, поэтому продолжать запуски сейчас не будем. Как раз проверим, как он устойчив к снегу. Пойдем. Единственный в мире экземпляр, а мы его пытаемся убить. Точно универсальные. И готовят, и разогреваются, и жарят, и парят, и варят. Все на одном. Ой, какая вкуснятина сегодня у нас опять. Смотри, часть блюд разогрели, то, что со вчерашнего дня, а часть новых. Я вот это вот обожаю. Яйца с помидорами. О, свиные копытца принесли. Местный деликатес. Будешь деликатес? Да тут деликатесов, посмотри, одно мясо кругом. В отличие от юга. Очень много. Ну хватай. Я хочу посмотреть на твою реакцию. Я не знаю, какой это. Это реально как наш холодец уже, да? Оно, смотри, даже с этим. Ну как? От грязи почистили? Ну, не скрипит. И хорошо. Так, кто пробовал китайскую водку, тот сейчас поймет прикол. Они говорят, что вкуснее, когда она горячая. Вот поставили в горячую воду и нагревают. Это просто кошмар. Меня от одного запаха воротит. А они ее нагревают. Мы свалили. Юля говорит, они могут сидеть еще до самого вечера, пить пиво, свою водку. Нам надоело. Да. И мы пошли по деревне погуляем. Да, решили пройти прям долго-долго от края до Всю края. деревню пройдем, но минут 15 на это уйдет. Не, ну смотри, некоторые домики вот прям вообще. Вот смотришь, и как будто их вчера построили, а рядом стоит 2 ящика выпитого пива. Все отмечают, реально. Вот я понял, зачем люди приезжают на север на Новый год. Побухать с родителями. Ну не только на север, на самом деле, во Ну всем да. Китае, во все, весь Да, Китай весь, разъезжается. весь Китай бухает. Да. Я-то думал, они тут приезжают, на карусельках катаются. Какие тут карусельки? Поиграть в карты, выпить, отдохнуть. Закончилась деревня и начались, как Саня сказал, бескрайние кукурузные поля. К сожалению, сейчас зима, мы это показать не можем, но можем показать, сколько осталось. Я не знаю, как называются вот эти остатки початков. В России кушают китайскую кукурузу, хотя здесь полей не хватает. Потому что китайцы очень предприимчивые. Они в любое место приспособят. Используют как-нибудь, да, даже Да, где да. что-нибудь не растет, они либо вырастят, либо построят там завод. Да. Они на самом деле в этом плане очень большие молодцы. В этом можно у них поучиться. Так Китай стал второй экономикой в мире. Вот все занято, все выращивается, все делается для всех. Ты уверен, что не первый? Ну, кто-то считает, что вторая. Я не считал. Ну подождем еще 10 лет. Но, Думаю, все будут считать, что первый. наверное. Такой, как компот. Тут нормально грудь на улице. Да какая грудь? Ты про что говоришь? Грудь. Грудь. Что такое? Груша. Груша.
А ты грудь тут ешь, а теперь узнал, что это груши, и не будет так вкусно. Я хотел постричься в день перед отъездом, но я забыл деньги снять жене, а у нее налички не оставалось, поэтому пришлось... Ну, я побежал в банк, а после того, как вернулся из банка, уже было поздно, я опаздывал на поезд, поэтому я не постригся. Если бы была короткая прическа, было бы намного круче. Мыться и голову тут мыть. Ну что ж, вот такие вот они тут это условия. Тазик, вода. Их научить не могу. Все, вода как с гуся стекает. Вот этот человек. Как полностью помыться? Как полностью? Полностью, да. Писю, попу, все такое. Ну, тогда никто нет, человек сам В должен. смысле, никак не помыться? В смысле никак? Ну, просто так, как мыть волосы, и можно сделать туалет. Ну, короче, так же. Я понял, так же. А летом Да, да. в душе. А, в душ. А, ну соседний В город. душ. Все парикмахерские в Фудзине. Хочешь постричься, либо идти к какому-нибудь старику, который умеет более-менее ножницы держать, потому что они тут стригут просто друг друга. Вот бабушка-соседка там придет, другой старушке, и говорит: отрежь мне, пожалуйста, более-менее прилично волосы, чтобы они мне в глаза не лезли. Вот так друг друга и обслуживают. А парикмахеров в деревне вообще реально нет. Серьезно, никогда больше на север не поеду с длинными волосами. Я лучше на лысо постригусь, тогда их не придется мыть. Саня, вставай. Уже 7:30. Пошли мы смотреть, как играют в мадзян на деньги, а мне ремень сломался. Говорю Саня, у меня ремень сломался. Он говорит: где-то это уже было, где-то я это уже слышал и видел. Да, 2 года назад это было. Я еще долго ремень потом искал. Это мой новый ремень. Вопрос такой. Тебя сильно шокировало, когда ты впервые приехал? Ну, я был в русской деревне, не скажу, чтобы это меня прям сильно шокировало. Конечно, некоторые вещи кажутся совсем такими плохими, но не так, чтобы прям меня это... То, что нет бани нигде помыться, это как? Это плохо. Вот это мне не понравилось. Вот это главный шок. Да. А все остальное... Далее в сериале, да? А все остальное, то есть дороги вот эти, люди... Место. Дороги лучше, чем у нас. Дороги должны Тут быть бетонка нормальная, а не гравийка или там не вообще не понять что. куча родственников. Ну, я не скажу, что это сильно прям отличается от русской деревни на самом деле. Есть места, которые отличаются. А в целом и уклад, и люди, и отношения друг к другу похожи на русские. Огородами, чтобы потом путь назад не нашли. Ну смотри, дом совсем современный, да? Если вот так вот смотреть, кажется, что мы где-то, ну, не в деревне. Но стоит посмотреть на кан и на пол, сразу понимаем, что мы в китайской деревне. Устрой, как это сказать, быт, да, один и тот же весь, у всех. Несмотря на то, что здесь уже пластиковые окна, я не знаю, с чего это построено. Местное отопление есть, батареи, где-то там ну, я не знаю, как тут печка сделана. Но все равно все одно и то же. Давайте пройдемся. Нам хозяева разрешили показать. О, вот хозяин, кстати. Цветочков много, что, да, отличает от предыдущих посещений наших. Что еще такого удивительного? Туда тоже можно пройти? Окей. Можно, говорят. И тут, кухня. Вытяжка есть, ну, шкафчики современные. И смотри, воду как наливают. Рыбку будут сегодня готовить. И там еще одна комната. Ну, туда мы не пойдем. Главное, что устройство. И еще вон одна для готовки. Ну, семья большая. Скоро у них тут будет праздничный пир. А главное, смотри, есть небольшой, как это сказать-то, интим можно создать. Закрыл там, да, закрыл здесь дверь, да, без окон. И все-таки личное пространство есть, в отличие от большинства других китайских домиков. Да. Вот он как раз демонстрирует. Так раз. Вот и комната для новобрачных. С большим-большим теплым ложем. Вот это вот все, это большая печка, кровать теплая. Ну, спасибо хозяину. Пойдем дальше. Вот так вот выглядит дом снаружи. Там еще у них большой-большой амбар. Какие же пельмени без муки? Китайские тоже с мукой. Яйца мерзнут, оказывается. Свежая. Курочка, наверное, только снесла, поэтому не успела замерзнуть.
Сломаешь пельмени, мешай только против часовых. 一早上放点水。 Сколько пельменей в одном котле, ни разу столько не видел. Может, чем-нибудь еще интересное придумаем, Саня? 去点儿。 Ну, скучно щелкать 妈妈， семечки. 你走回来点。 没有，等 Ну, давай пощелкаем их в коридоре. 我完了， Это, конечно, разнообразие. Да. 早上烧时间太长。 Разнообразие наш скучный 是 вечер. 那天的风大了。 Можно... Дискотека, может, тут есть? Дискотека? Нет, такого действительно. Юля, а где ближайшая дискотека? Когда ты была молодая, куда ходила танцевать? Танцевать. Ну, в смысле, не молодая, извини. Когда ты была подростком, да, танцевать куда? Ты переводи, я его не понимаю. Ты в Китае вообще танцуют? Нет. Нет? Вот. Понятно, я понял. Ладно, а чем ты занималась с друзьями вечерами? Ничего не занимаемся. Просто дома, да? Какая скукота на севере Китая по вечерам, а? Просто ужас. Учись играть в мадзян, и будет тебе весело. Хорошо, что сейчас есть мобильная связь, это раньше-то вообще ужас был. Да. Ни связи, ни цифрового телевидения. Уже 4-й день мы в деревне, и вы знаете, начинает становиться скучно. Я реально понимаю, что в деревне жить уже не смогу. Юля у нас деревенская жительница, знает, что делать со льдом. А Саня у нас уроженец Курильских островов. Ты когда-нибудь вилы в руках держал? Держал. А что ты ими делал? Рыбу глушил. Мы снова в гостях. Сегодня карта. 12 месяцев игра называется. Ты понял смысл? Да-да. Какой-то пасьянс. Да, вроде пасьянца. Смотрите, какой интересный китайский календарь. С обратной стороны ничего не нарисовано. Анекдоты не написаны. О, 8... Это что, 8 марта? Международный женский день. 喝药住。哎呦， 哎，药吧。 这上面大。 Выглядит вкусно. И главное, все блюда новые. Но из-за того, что народу очень много, снова 2 стола. Так, здесь я вижу грибы. Это рыбка, которую мы видели пару дней назад, плавающую в тазике. Это, ну, какое-то мясо. Мясо, а это что-то похожее на наш холодец, только мяса там нет, один жир. И шкурки свиные. Это ничего не все, сейчас еще принесут. Не знаю, как это называется. Еще полили соевым соусом. 哎呦，别喝这白酒了，加油！还有吃的呢。 来你的，你拿点吃啊？ Короче, все обалденно. Это голова баранины. Ну-ка. 你姥爷懒，不这样。我姥爷没有给我。 Ну, мясо. 现在报苗才6 Говорят, что китайцы вообще ничего не едят без риса. Посмотри, у нас за столом всего лишь у одного рисовая чашка. Остальные отлично справляются. Так что все это тоже миф. Помню, мне кто-то рассказывал, что тысячелетние яйца просто так не едят, а используют в салатах. Вот хороший пример. Тысячелетнее яйцо в салате. Будем. 别人的放他们那什么。 Вроде это были последние гости в наш этот приезд. Приглашают еще приехать. Но, блин, я уже не могу ни есть, ни пить. Я скоро лопну. Я, наверное, килограмм 10 уже за эти 4 дня набрал. Все очень вкусно. Блюда хоть и отличаются, но реально все вкусные. Сань, согласись, да? Да, мне очень нравится. Очень похоже на русскую, больше, чем на юге Китая. Вот бывает такое, что на столе стоит, например, там 10 блюд. Все 10 попробовал, 5 нормальные, там, не знаю, 3 вообще есть нельзя, а некоторые вообще помои. А тут вот все, что не попробуешь, все нормально. Ну, пока, конечно, не узнаешь, из чего некоторые вещи произведены. Это такая особенность. Представляете, мы шли по улице, и тут по-русски говорят нам «Привет». Привет. А что вы еще, как вы хорошо по-русски говорите? Ну так себе, нормально. Ну, понимает он меня отлично, хотя, когда я быстро говорю, меня многие не понимают. Вы понимаете? Это деревня, потому что я работаю в нашей России, А, понятно. Ростов-на-Дону, знаешь? Угу. Да. И там свои бизнес есть. У вас свой бизнес в Ростове-на-Дону? Да. Хорошо. Очень рад был встретить русскоговорящего. Не могу другую руку. Очень приятно приехали в наш. Да. Да, приехали посмотреть, как вы тут отдыхаете. До свидания. Я с ним в прошлом году познакомился, тоже тут зашел. И он мне рассказал, что летом здесь в деревне никого нету, а
зимой то, что деревня оживает. И он приезжает, и все остальные, в общем, все приезжают в эту деревню к своим родственникам, своим родным. Ну слушай, за 4 дня ты стал настоящим кочегаром. Сейчас посмотри, дует туда, задувает туда. Туда. Я не понимаю, как это устроено, почему тяга сразу в 2 стороны, но главное, чтобы было тепло. Мы стараемся. Будет тепло, сожгем мешок кукурузы, будет тепло. Последнее утро в деревне. Вчера был жуткий гололед и опрокинулся автобус, на котором мы сегодня должны были ехать в соседний город. Погибли 2 человека, поэтому мы на автобусе не поедем, мы поедем на такси. Нас каждый день новыми блюдами балуют. Как это называется? Ну, короче, будем называть это пирожки с луком и яйцом. Угу. Саня, где свет? Света нету. Нет света? Нет света. А как заряжаться будем перед отъездом? Редко, то есть. Иногда это редко. Нам очень понравились эти пирожки. Решили нам еще приготовить. 跟着包面滚能了好。上班里再看啥好再录还录。 Начинка это просто лук и яйцо. Китайцы меня не перестают удивлять. Вот это вот блюдо, назовем его пирожками, состоит из теста и начинки. Тесто это просто мука и вода, ни яиц, ничего там нет, ни дрожжей. А начинка это яйца и лук. Ну, понятно, еще усилитель вкуса. При этом получается обалденно вкусно. Они говорят, главный секрет в правильном масле. Красота. 我也能寻思，那这钱都扔道了。那都白瞎钱了都。那上那过年地呢？就是。 Появляется красивая коричневая поджарочка. 自个儿吃啊？不吃了。我不吃。 А пока печка горячая, можно пельмешки подогреть, поджарить. Я думаю, они станут еще вкуснее. Ты заценил, да? Юля теперь будет дома готовить? Будет. А вот и наше такси. Ой. Прощайте, курочки. Я вас точно больше не увижу. О. За 5 дней деревня стала как родная. Я знаю, в каких домах живут родственники, в каких домах игорные заведения и даже где можно купить, выпить. Ну реально. Мы тут все обошли на 10 раз. Несмотря на то, что мы уехали далеко от деревни, в этом городе тоже у Юли есть родственники, пригласили нас в гости. Но мы с Саней ничего не понимаем, о чем они говорят, поэтому мы решили погулять по городу. Фудзин. Концентрация исходного сока пшеницы 12%. Мне страшно читать эти названия. Из Нади тортик приготовили, медовик. 5 юаней. Я ничем не отличаюсь от китайцев, которые ходят здесь постоянно и едят. 60. 60. Я покормлю курочкой. Что-то я вообще не въезжаю. GPS не ловится упорно. Показывает мне какую-то фигню. Где я нахожусь, я не понимаю. Какая-то елка. Мега рыбина. Там что-то напоминающее великую китайскую стену. Вот вдали. А здесь большой-большой каток. Последствия отдыха на глаза.